Его надо заполнить. По всему миру происходят события, которые с первого взгляда сложно связать. Вот что общего у американских пользователей форума, которые побрили крупные финансовые фонды на 13 миллиардов долларов, у россиян, пытающихся разнообразить расклад сил в государственных институтах, и у индусов, которые в режиме обезумевшей толпы лишают людей жизни. Интернет. Но интернет — лишь орудие. И каждое общество реагирует на него по-разному, опираясь на собственную культуру, потребности и боль. Присаживайтесь поудобнее. Будет интересно. Это история о том, как любители мемов смогли объединить усилия, чтобы посмеяться в лицо финансовому миру, по пути заработав миллионы долларов и, что самое главное, побрить крупные инвестиционные фонды на 13 миллиардов долларов. А началось все с одного пользователя Reddit с прекрасным ником Deep Fucking Value, которое великолепно переводится «глубокая ебаная стоимость». Мы сократим до GAS. Кстати, его образ максимально соответствует духу времени. Посмотрите, как он выглядит. В недалеком сентябре 19-го он по своим мотивам уверовал в компанию GameStop, которая занималась оффлайновой продажей приставок и компьютерных игр. По понятным причинам эта компания шла к банкротству, кто сегодня покупает игры в торговых центрах? С 2007-го ее акции только и делали, что медленно истекали кровью, приближаясь к отметке 0. Но наш герой по имени Гэс, которому было чуть больше 30, решил инвестировать 50 тысяч долларов в эту умирающую компанию. То ли проникся ностальгией, то ли хотел спасти устаревшую, но душевную компанию. Так или иначе, он начал публиковать результаты своих инвестиций. И тут мы сделаем небольшую ремарку. Для экономии времени и в целях упрощения мы не будем рассказывать, как работают call и put опционы и что такое short squeeze. У нас все-таки биржевые инструменты не в центре выпуска. Упростим все до слова «ставки». Кто-то ставит на рост компании, кто-то на падение, кто-то на спорт, футбол, теннис. Если ты хочешь получить большие выигрыши, то букмекерская контора... Ставьте лайк, кто повелся. Но на самом деле даже ставки на спорт имеют общее с нашей историей. Если ты с направлением угадываешь, ты зарабатываешь, нет, теряешь деньги. Да и все-таки дело происходило в комнате Reddit, которая называлась Wall Street Bets, то есть ставки на Уолл-стрит. Так вот, как только ГЭС начал публиковать результаты ставок на рост, над ним сразу же начали смеяться. Удачи избавиться от них! Никто это не купит, продавай сейчас же! Ты сольешь свои деньги! И тому подобное. Этот парень выстоял даже тогда, когда акции падали до 4 баксов. Но шло время. ГЭС из сумасшедшего начал превращаться в героя. В это время фондовый рынок, вопреки ожиданиям, вступил в фазу бурного роста. В комнату Reddit хлынули новые люди и хотели поиметь такие же доходности, как на Тесле. И где-то в сентябре 20-го, когда акции GameStop выросли с 5 до 10, то есть в 2 раза за месяц, внимание реддиторов упало на нашего героя и его публикации. А там 50 тысяч долларов уже превратились в сотни тысяч, а потом и в миллионы. Так двинулся хайп-трейн. Все хотели запрыгнуть в этот поезд, который двигался от станции грязи к станции в князи. Но дело не только в жажде наживы. В этой истории кучка интернет-сычей со свободной тыщенкой в кармане вышла воевать против миллионеров в пиджаках. Дело в том, что крупные хедж-фонды ставили на понижение акций GameStop. И с точки зрения здравого смысла они делали правильно. Объективно, GameStop — это уже прошловековая компания. Какой оффлайн? Но люди воспринимали это как борьбу Давида и Голиафа, бедных и богатых, пролетариата и буржуев. Хотя насчет последнего я не уверен. Но суть в том, что одна компания из закулисных пиджаков, Citron Research, написала в Твиттере: «Мы сейчас выйдем в стрим и объясним, почему обычные инвесторы отсосут в этой партии покера. Акции вашего GameStop упадут к 20 баксам». В итоге это только раззадорило пацанов с Reddit. Они продолжили ставить на повышение. Акции полетели вверх, а самоуверенные пиджаки были вынуждены закрыть свои позиции по 90 баксов, зафиксировав огромные убытки.
Так там еще лол в том, что потом Citron Research, который 20 лет публиковал отчеты, где советовал ставить на понижение загибающихся бизнесов, от таких отчетов отказался. Ну, чтобы не провоцировать реддиторов идти против их прогнозов. Хотя недавно эти реддиторы должны были отсосать в этой игре. А в итоге эти сосуны изменили 20-летнюю стратегию крупной финансовой компании. По окончанию такой истории крупнейшие хедж-фонды, которые ставили на понижение, потеряли кучу бабла. По примерным оценкам около 13 миллиардов долларов. Один из них, самый крупный, это Melvin Capital. До безумия с GameStop в его активах было 12,5 миллиардов, которые потом превратились в 6. Сам же основатель этого флешмоба, настоящее имя Кит Гилл, который вошел в историю, владеет суммой где-то от 17 до 40 миллионов долларов. Ну, просто все зависит от цены акций, которые он держит до сих пор, и от момента времени, когда смотрите вы. На экран мы выведем последний его пост на момент монтажа видео. В момент вашего просмотра может быть 1 миллион, а может все 100. Регуляторы и хедж-фонды знатно обосрались от такого поворота дел, что чуваки с Reddit превратили рынок в пирамиду, которая раздувается за месяц и лопается за неделю. Пытаются как-то ограничить такую возможность, следить за форумами и тому подобное. Ну, я бы тоже на их месте напрягся, ведь количество участников комнаты Wall Street Bets выросло за год больше, чем в 10 раз. Их там сейчас около 10 миллионов. 10 миллионов людей, которые готовы раздувать цену акций, ведомые жаждой наживы и лютым желанием побрить толстосумов с Уолл-стрит, которые ставят на понижение. Просто даже если активных юзеров там только 10-я часть, которая вкинет по $1000, то это уже $1 миллиард, которым можно скоординироваться. А судя по недавним скринам, там есть куда более богатые юзеры. И вот она, новая реальность. Ставит крупный капиталист на понижение, а потом придет армия с Reddit и побреет тебя на несколько лярдов. Ставьте дизлайк, если у вас есть несколько миллиардов. История оказалась настолько эпичной, что уже выпущена книга по этому событию, а 2 конторы выкупили права на экранизацию этой истории. Политики и богатейшие капиталисты думают, как противостоять пацанам с Reddit в будущем, а то ведь они координируют надувание акций по приколу. Были еще случаи с другими акциями, правда, рост оказался не таким масштабным. Были еще попытки раздуть мемную крипту Dogecoin, там удалось поднять в 10 раз. Если кто не в курсе, то это самая мемная криптовалюта в мире. А мы уже несколько раз сказали слово криптовалюта, а значит появилось идеальное время для нативной интеграции. Она не только нативная, но и полезная, ведь речь пойдет о самом популярном способе купить крипту, которым лично я пользуюсь, лет 5, наверное. Кто еще не в курсе, есть такой агрегатор обменников BestChange. Суть его в том, чтобы подсказать юзеру наиболее удобный ему способ по обмену криптовалюты на привычные деньги и обратно. Интерфейс максимально понятный. Выбираете, что хотите отдать, а там вариантов просто прорва. WebMoney, Kiwi, наличные, рубли, гривны, дофигища интернет-банков, да даже Почта-банк есть. Затем выбираете, что хотите получить, а после выбора появляется список обменников. Сразу же смотрите курсы обмена, условия, комиссии, требования верификации и проверяйте отзывы. Понятно, что безопаснее выбирать там, где отзывов побольше. После выбора обменника внимательно читайте все условия. Помните, что если обосрались с переводом средств, звонить некому. Да и вообще безопасность это не совсем про крипту. Сегодня цена выросла в 10 раз, завтра упала. Но если вы решили поиметь немного бетховенов, то ссылка на проверенный сервис вам в помощь. А попытка разогнать цену Dogecoin хоть и была успешна, но очень мимолетно. Рост продлился чуть больше недели. Все же до GameStop далеко. Тут дело в том, что в случае с GameStop была идея. Идея борьбы рядовых пацанов против рептилоидов. А в случае с Dogecoin просто чтобы собрать лулзы. Но тоже неплохо. Но не стоит захлебываться романтизмом этой истории. Да, началось все с одного героя, в которого никто не верил. Да, люди объединились и обыграли закулисных толстосумов, но сколько всех тех же обычных ребят зашли по зову легкой наживы и потеряли там огромные бабки. Вот серия скринов одного чувака, который разогнал свой депозит практически до 2 миллионов баксов, а в итоге оказался в минус 250 тысяч. Ну, по крайней мере, по заявлению. Или история 25-летнего Сальвадора Вергары, который взял кредит на $20 тысяч, чтобы поднять баблишко. Вошел на $234 за акцию. Я думал, акции могут дойти до 1000. Я действительно верил в этот хайп, что само по себе было ошибкой. Затем акции обвалились. Он, кстати, до сих пор держит, так что по текущему курсу он в минусе где-то на $10 тысяч.
А ведь еще проценты по кредиту надо платить. И опять тут ремарка. С момента написания текста прошло время, и акции ушли вверх. Надеюсь, господину Вергаре удалось выйти в плюсе или хотя бы в ноль. Тут главное не забывать об ошибке выжившего. До нас доходят только офигительные истории успеха, как обычные интернет-сычи выиграли жизнь. Но не стоит забывать, что если цена дошла до значения 340 и пошла вниз, значит были те, кто за эти 340 баксов купил. И только стоит догадываться, какие потери они совершили при полете цены к $60. И помните, я говорил, что не нужно упиваться романтикой события? Так вот, это не только история про бой Давида и Голиафа. На стороне Давида воевал еще один Голиаф. Хедж-фонд Senvest тоже заработал бабки на ралли реддиторов. Дело в том, что еще до этого он по своим соображениям покупал акции GameStop, надеясь, что компания сможет перейти в онлайн. Так вот, они держали акции на протяжении всего хайпа, и где-то в районе, когда Илон Маск запостил свой поддерживающий твит, они решили, что пора выходить. Таким образом, хедж-фонд заработал $700 миллиардов благодаря реддиторам. И это еще не все. Известны еще случаи, когда те же толстосумы выиграли миллионы от других флешмобов интернет-пацанов. Так что, как обычно, нет ничего идеального. Это не совсем история про то, как бедные юзеры воевали против богатых толстосумов исключительно с целью проучить. Здесь по разную сторону баррикад были оба игрока. И юзеры, и хедж-фонды. Да и цели были разные. У кого-то идея, а у кого-то жажда наживы. Но действительно нельзя отрицать то, что эта история стала возможна благодаря интернет-площадке. История с GameStop не закончилась, ведь главный результат в этом событии – это вот эта цифра. Столько людей зашли в комнату Wall Street Bets. Миллионы людей, которые своими глазами видели баснословные заработки, будут пытаться повторить успех. Ведь зачем заниматься анализом и быть в курсе новостного фона, если можно координированно раздуть актив и поднять баблишко? Так еще и опустошить миллиардные кошельки рептилоидов. И вот тут возникает вопрос. А стоит ли регулировать такие набеги с Reddit, чтобы просто поднять бабла? Или такие набеги плохо влияют на фондовый рынок? Или наоборот? Как раз условный Reddit уравновешивает махинации закулисных рептилоидов, которые все время мухлевали на рынке и зарабатывали баснословные деньги. Как бы то ни было, интернет все еще остается мощным инструментом для координации действий. В то время, пока американские интернет-юзеры устраивают горки на фондовом рынке, пытаясь опустошить кошельки рептилоидов, в России главная сцена интернет-координации отдается выборам. Речь идет о тактическом голосовании. Радикальные фанаты Путина или Навального, не переживайте, мы тут постараемся не заваливаться ни в какую сторону. Тактическое голосование – это когда человек отдает свой голос за кандидата, который нахрен ему не сдался. Более того, человек может даже недолюбливать кандидата, при том, что в списке есть кандидат, которого он обожает и готов отдать ему не только голос, но даже деньги, время и что бы то ни было. Но за своего любимчика он не голосует. Потому что в этом же списке есть третий кандидат – абсолютное зло в глазах избирателя. И вот шанс на победу абсолютного зла есть только у нелюбимого кандидата. В этом случае избиратель решает, что из этих двух меньшее зло составляет неприятель и отдает ему голос. Человек выбирает не душой, а разумом, своей рациональностью. Проще говоря, человек из двух тухлых яблок выбирает то, которое меньше воняет. Россиянам такой феномен знаком под более попсовым названием – умное голосование. И продвигает его команда Навального. Там идея в следующем. Нужно сломать монополию Единой России во всех уровнях власти. Ну, единороссы же прям буквально везде. Парламенты регионов окрашены в синий цвет. Парламенты столиц регионов тоже. В Госдуме ситуация не меняется. И вот случается, что есть люди, которые хотели бы, если не прекрасную Россию будущего, то хотя бы разбавить синие цвета в парламентах. И вот командой Навального было предложено устроить координированное голосование за кого-либо, кроме Единой России. Для этого желающим предоставляют списки конкретно за кого голосовать. И что, это правда сработало?
Многие политологи сходятся во мнении, что умное голосование заметно повлияло на выборы в Мосгордуму в 19-м. Чуть меньше половины всех мест удалось занять системной оппозиции. Единая Россия взяла чуть больше. Для сравнения, на прошлых выборах расклад был такой. То есть разбавить синеву определенно удалось. Затем, в 2020-м в некоторых городах прошли тоже успешные выборы. Новосибирск, Тамбов, Томск, Астрахань. Где-то не единороссов становилось большинство. И вот теперь такую стратегию планируют перенести на грядущие выборы в Государственную Думу. Я уверен, что в ближайшее время по этому поводу будет много шума. Но не забываем, что речь идет о политике, а тут, как обычно, не все так гладко. Во-первых, тут надо отдавать отчет, что вам говорят, за кого голосовать. То есть вы вверяетесь группе людей, которые тоже могут ошибаться. Во-вторых, иногда происходит такое, что в список умного голосования попадают, мягко говоря, не те люди. Самый яркий пример – это Ростислав Антонов. Имперец, путинист, набиравший добровольцев на Донбасс, голосовавший за поправки, в общем, полный пакет. В-третьих, так как выбираются вообще любые люди, где лишь два критерия – не Единая Россия и наличие шансов победить единоросса, то после победы этих, так сказать, оппозиционеров они могут не создать коалицию. Да что там, они могут просто примкнуть к власти. Ну и в-четвертых, власть уже насоздавала барьеры для реальных кандидатов, и попасть на выборы реальной оппозиции очень сложно. Так что на большую долю достойных кандидатов надеяться не приходится. В общем, мнений по поводу умного голосования очень много. Достаточно открыть страничку Википедии в разделе «Критика». И, естественно, это не решение всех проблем в стране. Но по-другому и быть не может, когда 20 лет очень успешно строилась вертикаль власти. Все это можно сравнить с человеком, который 20 лет ничего не делал со своей простудой. Он уже весь в соплях, в гною, горло не работает, там уже операцию делать давно пора, а он только начал пить таблетки. Никто не надеется, что завтра он выздоровеет, да и, возможно, не выживет вовсе. Но это не значит, что он не должен попытаться. Критиковать все это можно сколь угодно, но ведь других альтернатив-то нет. Относиться можно по-разному, но именно умное голосование вот сейчас, на данный момент, значимое событие по организации людей через интернет. Поэтому оно попало в наш выпуск. Интернет выступает не просто как средство коммуникации, а словно зеркало народа, отражает глубинные проблемы и боли людей. В свободной и конкурентной идеологической среде пробиваются те, которые находят отклик в душе человека, в его мироощущении. В интернете конкуренция все же больше, чем в телевизоре. В одном обществе существует недовольство высокой концентрацией ресурсов в руках капиталистов и желание эти ресурсы перераспределить. В другом – недовольство истово вцепившимися в штурвал устаревшими рулевыми. И совсем скоро мы отправимся в Индию. Такая история заслуживает отдельного выпуска, потому что на кону стоят не деньги, не даже право выбора. Там на кону стоят человеческие жизни. И не переживайте, мы вернемся раньше, чем обычно. А сейчас мы благодарим поддержаторов на Ютубе и на Патреоне. Выражаем огромную признательность гэпникам, героям, консулам, верховным магистрам и иллюминату нашего ордена Вирштейну. Увидимся на следующей встрече. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.